У «Газели» появилась точка G, точнее вместо Каменса другой китайский двигатель серии G. Китаизация грузового автопарка России продолжается, более половины проданных сидельных тягачей китайские. Тем временем представлена новая модель российского грузовика, который будет выпускаться на петербургском заводе, где раньше клепали Тойоты. Импортозамещенный КамАЗ 54901, обновленный китайскими комплектующими, пытается сопротивляться китайскому господству на российском рынке. Об этих и других новостях в сегодняшнем выпуске постараемся очень быстро. Всем нихао, покряхтели. Так, ну а начнем мы с вот какой новости. Значит, в СМИ прошла информация о том, что в России появился новый грузовик. Новый грузовик БАЗ. Информации минимум по этой машине, минимум фото, минимум видео, поэтому довольствуемся тем, что имеем, а имеем мы примерно следующее. Это полноприводный сидельный тягач колесной формулы 6х6, созданный на базе армейского ракетовоза. Производить его планируют на заводе в Шушарах, на бывшем заводе Toyota. Объем выпуска предполагается довольно-таки скромный, порядка 1000-2000 грузовиков в год. Но автомобиль, как вы понимаете, в первую очередь создается с прицелом на богатых газовиков, нефтяников, ну и, собственно, для чего еще нужен такой внедорожный грузовик с колесной формулой 6х6 с независимой подвеской и так далее. Ну, что касается дизайна, то по экстерьеру, конечно, автомобиль, ну, для вездехода, наверное, так и должен выглядеть. А вот по интерьеру, ну, прям неплохо, прям неплохо. Собственно, каким он дойдет до конвейера, сейчас это какие-то опытные грузовики, как я понимаю, пока непонятно. Значит, по агрегатной базе двигатель это EMZ 653. Ну, а как вы знаете, в девичестве EMZ 653 это двигатель Renault DCI 11. Это рядный шестицилиндровый дизельный мотор с топливной системой Common Rail. Ну, в общем, обычный современный, ну как современный мотор, он появился 25 лет назад, собственно, его проектировали. Мотор на самом деле неплохой, при грамотном обслуживании и уходе ходит достаточно неплохо. Коробка передач EMZ и, собственно, каждая ось выдерживает по 12 тонн. Еще раз повторю, что подвеска в этом грузовике независимая. Какая будет его цена, неизвестно. Планируется выпускать его с 2024 года. Ну а вот следующая новость, друзья, будет очень интересной, потому что мы поговорим о продажах новых сидельных тягачей. А их, на секундочку, за 4 месяца 2023 года было продано на 44% больше, чем за 4 месяца 2022 года, но по понятным причинам. И вот такую статистику приводит аналитическое агентство «Автостат». Значит, за этот период в этом году было реализовано 10 500 новых сидельных тягачей. И вот здесь, друзья, внимание, на китайские тягачи пришлось почти 70% рынка. Ну и это, как говорится, не все, потому что это в 100 раз больше, чем год назад. То есть год назад было продано всего 68 сидельных тягачей производства Китайской Народной Республики. Если мы привыкли к тому, что в сегменте, например, туристических автобусов китайцы вообще полностью подмяли под себя российский рынок уже давно, то в сегменте сидельных тягачей китайцев перевозчики практически не покупали, потому что это должна быть максимально надежная машина с развитой дилерской сетью, с наличием запчастей, чтобы машина была безотказной и так далее. То есть китайские тягачи здесь, мягко говоря, не подходили. Ну а в нынешних условиях, как вы понимаете, перевозчикам приходится покупать китайские грузовики. Значит, итак, самый популярный сидельный тягач на данный момент это Ситрак. Мы снимали уже видео об этой машине, об самой популярной модели. Это Ситрак C7H. Продано за 4 месяца 4500 тягачей. И это, друзья, 45% российского рынка новых сидельных тягачей. Статистика, конечно, потрясающая. На втором месте среди китайских грузовиков у нас идет Foton ESTA. Эту машину мы тоже снимали в свое время на обзоре. Ссылочка где-то здесь сейчас выскочит на этот тест-драйв. Следующий по популярности сидельный тягач из Китая это Shakman. 902 проданных сидельных тягача. И замыкает четверку Dongfeng с результатом 453 проданных тягача. КамАЗ упал на 46% и продал 1700 тягачей
за это время. А вот МАЗ вырос в 2,5 раза и реализовал за 4 месяца на российском рынке 715 машин. Ну а давайте-ка посмотрим, сколько что стоит. Итак, лидер рынка Citroën C7H, это обычная версия, не C7H Max. То есть он стоит в среднем, если посмотреть по автору, где-то 9 миллионов 800 тысяч рублей за автомобиль колесной формулы 4х2. Но это средняя цена, да, есть дилеры, которые предлагают машину дешевле, есть, которые предлагают машину дороже. Тоже зависит от наличия, нужно заказывать машину, нужно ее предоплачивать, не нужно и так далее. Значит, Foton ESTA на данный момент это самый дешевый из нормальных сидельных тягачей из Китая, имеется в виду с большой кабиной, хорошо упакованных, относительно современных. Значит, Foton ESTA стоит от 8 миллионов 800 тысяч рублей до 9 миллионов рублей. Это средняя цена на этот сидельный тягач, на новый сидельный тягач, который предлагается на Авто.ру. Следующее, это такой замечательный Dongfeng или Dunfun, или Dunfen, по-разному произносят и называют сами дилеры эту марку грузовиков. Это уже не бюджетная машина, да, это мощный мотор, там 13-литровый Каменс на 520 кобыл, но цена, друзья, это 11 миллионов 200 тысяч рублей. Это уже по цене, сравнимой с практически европейскими грузовиками, достаточно дорого. Но, тем не менее, машина выглядит интересно и имеет право на существование, как говорится. И еще один интересный китайский сидельный тягач, Шакман X6000. Его цена тоже выше 10 миллионов, 10 миллионов 200, 10 миллионов 600 тысяч рублей. В среднем вот так на Авто.ру предлагают эту машину. Ну а что КамАЗ? Друзья, а КамАЗ тем временем на Авто.ру в среднем предлагается за 10 миллионов 650 тысяч рублей. В общем, ссылочка на Авто.ру на сидельные тягачи будет в описании. Кликайте, проходите, смотрите, удивляйтесь, восхищайтесь. А мы продолжим про КамАЗ 54901. По поводу КамАЗа здесь ситуация следующая. Ну, как вы все знаете, благодаря Даймлеру челнинский автогигант обзавелся аж сразу двумя приличными кабинами, и я бы даже сказал, современными кабинами. Ну, первая кабина это от КамАЗа 5490, который является локализованной версией тягача Mercedes Axor. Кабина этого тягача, собственно, была в свое время взята от среднетоннажника Mercedes Atego. Кабина, на самом деле, весьма неплохая для регионального грузовика, и я бы даже сказал, очень даже хорошая. Ну, а вторая кабина — это вполне себе современная кабина от Mercedes Actros MP4. Собственно, линия сварки, линия окраски, все КамАЗу, собственно, досталось. Да и в целом, в принципе, КамАЗ К5, то есть 54901, не только по кабине, а в целом получился довольно-таки неплохим. Хотя, естественно, почему он должен быть плохим? У него немецкие тормоза, у него немецкое рулевое ZF, у него коробка передач ZF Traxxon немецкая, у него четырехточная пневмоподвеска задней оси и мост мерседесовский. Почему он должен быть, собственно, плохим? В том числе удачным получился двигатель Liebherr, который был допилен КамАЗом для этой машины, и по словам перевозчикам, а сейчас многие КамАЗы 54901 уже преодолели отметку в 500 тысяч километров пробега, и двигатель, как оказалось, показывает себя очень и очень неплохо, с учетом, что межсервисный интервал 120 тысяч километров, который установил завод. Ну и плюс, как оказалось, что этот мотор примерно на литр экономичнее, чем мерседесовский дизель, который устанавливался на КамАЗ 5490. Вот такие интересные факты. Правда, вот такая комплектация, это было вот давно, в прошлой жизни. В общем, вот в этих обновленных КамАЗах 54901 немецкий робот ZF Traxxon был заменен на китайский Fast Gear, тоже 12-ступенчатый. Мерседесский мост уступил место китайскому мосту Hyundai. То же самое произошло с рулевым механизмом, то же самое произошло с тормозами. И, цитирую, в общем, для автомобиля КамАЗ 54901 инженерам компании пришлось заново освоить более 2000 позиций. В общем, сейчас такая машина сходит с конвейера челнинского автогиганта, и объемы выпуска постоянно наращиваются. И вот в такой версии КамАЗ 54901 и при цене в среднем 10 миллионов 650 тысяч, это то, что вот дилеры на Авто.ру выставляют, эта машина должна составить конкуренцию китайцам, которые, собственно, уже безраздельно просто властвуют на российском рынке новых сидельных тягачей.
Ну а мы, друзья, переходим к новостям от другого российского производителя коммерческой техники, группе ГАЗ. И у них тут новости тоже интересненькие, потому что, ну, начнем, наверное, издалека. Еще с середины 90-х, когда только «Газель» появилась, завод все никак не мог отдизелить эту машину, хотя дизель туда просто-таки требовался, напрашивался, потому что альтернативы не было. Был один мотор 402, с которого всегда сопливилось масло со всех щелей, он жрал безбожно газ там, или бензин, он плохо ехал. Да, они там пытались, там и Штайр дизели были на этих «Газелях», но нормального мотора дизельного для «Газели» не было. И вот там в свое время, наконец-то, завод нашел поставщика. Это, как вы знаете, стал китайский Cummins ASF 2.8, который производится Фотоном. Да, двигатель далеко не самый удачный, не самый подходящий для «Газели», но тем не менее тоже довольно неплохой мотор, тем более к нему уже все привыкли, научились его эксплуатировать, научились его ремонтировать. И вот тут нужна замена. Но на замену китайскому Cummins ГАЗ нашел другой двигатель. Это тоже китайский, тоже делается Фотоном, но в отличие от Cummins, это чисто фотоновская уже разработка. Это фотоновский двигатель. Не знаю, на базе какого мотора он разработан и допилен, но выглядит он пока по техническим характеристикам и техническим данным намного современнее вот этого чугунякового Cummins. Ну, как вы знаете, Cummins, он просто очень тяжелый, он большой, и он по материалам, в принципе, выглядит довольно архаичным. Хотя, в принципе, и Common Rail. Хотя нет, давайте вот так, сравнивать сразу по техническим характеристикам. И первое, что бросается в глаза, какая разница между двигателем Cummins 2.8 и вот этим Photon 2.5, друзья, вес. Cummins тяжелее аж на 57 килограмм. И это всего лишь речь идет о четырехцилиндровом моторе для легкого коммерческого транспорта. То есть двигатель Cummins сам по себе архаичен именно вот потому, что он вот такая чугуняка здоровая, чугунная головка огромная, чугунный блок цилиндров, там коленвал. То есть сам по себе он априори вынужден этот двигатель крутить, тяжелые вот эти поршни, вот этот коленвал. И Cummins, к сожалению, проигрывает современным моторам, хотя бы потому, что ему вот эти лишние килограммы металла приходится постоянно при каждом обороте коленвала вращать. Ну а двигатель вот этот Photon 2.5, он довольно прогрессивен по своей конструкции, по материалам, как уже сказал, он легче за счет того, что здесь алюминиевая головка блока цилиндров, хотя блок цилиндров здесь чугунный, здесь более легкий коленвал, естественно, поршни, 4 клапана на цилиндр, гидрокомпенсаторы, топливная система Common Rail, на Cummins, кстати, тоже топливная система Common Rail, по экологическим нормам, то есть двигатель будет Евро 2, будет версии Евро 3 и версии Евро 5. Евро 2, естественно, самый простой, без ЕГР, а вот, например, версия Евро 5, она уже чуть более сложная, там же будет система рециркуляции отработавших газов, там будет, например, турбина с электронным управлением. В общем, двигатели будут производиться и такие, и такие. Ну, а что касается европейского автопрома, американского автопрома, давайте очень кратенько. Я, конечно, понимаю, что на фоне китаизации, на фоне Евро-2 и прочего угара это выглядит не столь интересно и актуально, но все же очень кратенько давайте пробежимся. Значит, Scania рассказала о том, что наконец-то она поставит на свои грузовики приборку электронную. То есть, как и многие производители, она сделает большой экран, большой дисплей. Но надеюсь, они допилят вот эту потенциально классную фичу, потому что мы что ожидали? Что вот они сделают приборку, и ты, как водитель, будешь кастомизировать под себя машину, будешь выбирать рабочие столы, будешь разные оформления выбирать приборки, цвета, разное расположение шкал. А по факту некоторые производители вообще вот поставили, вот как приборка у тебя есть одного образца, и вот с такой ездить. Ты ничего не можешь с этим сделать, она у тебя одна. Ну, максимум две для разнообразия тебе сделают, и ничего другого. Я не понимаю. Друзья, то есть это не требует каких-то колоссальных финансовых вложений, это не требует каких-то разработок, переоснащения какого-то производства. У тебя есть вот приборка и программное обеспечение. Надеюсь, что Scania хотя бы позволит водителю выбирать хотя бы из 5 различных вариаций графического отображения прибора. Друзья, ну как так-то, я не понимаю.
Ну и, кстати, вот Scania тоже представила кабину XE, хотя она уже выпускалась давно, но что-то тут новости все подхватили. О, Scania представила кабину XL! Да, друзья, она представила Scania удлиненную, точно так же, как Volvo сделал в свое время кабину XXL. Затем Scania тоже удлинила кабину своего грузовика. Ну вот, новость только сейчас подхватили. Ну и вот знаете, да, у Scania появилась длинная кабина. Далее, Volvo тестирует свои грузовики системой Mirror Cam, то есть с камерами вместо зеркала заднего вида. Ну, как это происходило? То есть вольвовцы посмотрели сначала за мерседесовцами, так, они сделали, значит, камеры вместо зеркал. Они посмотрели на реакцию эксплуатационщиков, они посмотрели на реакцию водителей. Но несмотря на то, что где-то в интернетах куча было там слез, истерик, топаний ножками, что это отвратительно, верните нам обычные зеркала, по большей части оказалось, что большинству водителей вот эта система с камерами вместо обычных зеркал заднего вида вполне себе зашла. И вот вольвовцы решили, ну, значит, нам тоже надо делать. Если у других есть, значит, и нам пора бы обзавестись. Ну и, друзья, обкатывается новый Actros. Новый Actros с новой кабиной. Вы знаете, что в Европе у нас небольшие изменения произошли. Теперь разрешается делать кабины длиннее. Точнее, не то, что разрешается, а теперь будут кабины длиннее. Это для того, чтобы улучшить аэродинамику грузовика. Это для того, чтобы улучшить пассивную безопасность грузовика при столкновении, чтобы водитель там не страдал. И вот такой слегка пузатенький Actros обкатывается уже не первый месяц. Ну, дальше, наверное, уже не будем рассказывать, потому что не очень актуально. Это всевозможные там водородные грузовики, это всякие электрички. В общем, друзья, все, давайте, наверное, на этом заканчивать. Новостей еще много, но выпуск обещал делать максимально коротким. Всем большое спасибо за просмотр. Традиционно дизлайк, отписка, не забывайте. А пока, всем пока.